Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео покажу вам, как сшить женские трусики. Я буду шить стринги, но такой способ изготовления к абсолютно любым видам трусиков применим. В начале видео немного времени уделю тому, на какие нюансы в выкройке стоит обратить особое внимание. Из материалов вам понадобится небольшой отрез ткани, бельевая резинка, тут возможны варианты. У меня резинка с фестонами, иголочки для тонкого трикотажа и нити в цвет. Причины, по которым стоит шить себе трусики самостоятельно, а не покупать их. Это быстро, это несложно, низкая себестоимость, и после того, как вы создадите для себя идеальную выкройку, мало какое покупное белье сможет удовлетворить ваши запросы в комфорте и дизайне. Один из способов построения идеальной выкройки я показывала в одном из прошлых видео. Ссылку оставлю в описании. Я шью трусики-стринги достаточно часто, поэтому я уже сделала себе выкройку из картона. Это удобно. Верх и низ в половинном варианте, а ластовицу кроить удобно цельную, так как деталей должно быть две. Какие параметры характеризуют вашу идеальную выкройку? Разумеется, она должна хорошо подходить вам по длине, по ширине. Но вот какие нюансы тоже очень важно учитывать, максимально важно. Длина вот этой линии должна превосходно подходить именно вам. Точно так же, как и форма вот этой кривой. Это что касается трусиков-стрингов. Для любых других трусиков, в которых задняя часть чуть шире, чем трусики-стринги, эти показатели также важны. Вы можете построить выкройку по любому понравившемуся методу, но перед тем, как обрабатывать края для ножек, скалите трусики булавками, примерьте и при необходимости подкорректируйте кривые и длину соединения с ластовицей. Разумеется, если будет иметь место коррекция, на ластовицу это также распространяется. Здесь я оставляла припуски по 1 сантиметру, в данном случае я оставлю поменьше, то же самое касается и ластовицы. Припусков по верху и по боковым швам у меня нет. Эти припуски могут отличаться в зависимости от ширины резинки. В данном случае моя резинка равна 1 сантиметру без учета фестонов. Значит, припуски по верху и по бокам оставляю 1 сантиметр. Сгибаю отрез ткани по долевой и прикладываю к сгибу свои детали. Припуски по боковым швам и по низу я слегка укорочу. Я буду соединять низ с ластовицей на оверлоке. И длина припусков должна быть равна ширине оверлочной строчки. То же самое касается и припусков ластовицы. А припуски по бокам и по верху добавляю 1 сантиметр. Хотела сразу вырезать, но для наглядности я лучше их дополнительно прочерчу. Укорачиваю припуски. По низу и по бокам. То же самое касается и ластовицы. Соединяем трусики с ластовицей. Для этого переворачиваем нашу переднюю часть лицевой стороной к себе. Накладываем одну часть ластовицы лицом к лицу и скалываем. Переворачиваем детали. Накладываем вторую деталь ластовицы. Скалываем все 3 детали между собой. Прокладываем строчку на оверлоке. Проложили строчку. Вот эти края ниток можно спрятать в оверлочную строчку с помощью иголки с большим ушком
Но в данном случае мы можем себе позволить просто их обрезать, так как здесь мы будем обрабатывать края, и оверлочная строчка совершенно точно не распустится. Но для надежности я все же оставлю маленький отрезочек и затяну. Выворачиваем ластовицу, и припуск у нас остается внутри. Теперь соединяем ластовицу с нижней деталью. Переворачиваем нижнюю деталь лицевой стороной к себе. Прикладываем лицевую часть ластовицы к лицевой стороне задней детали. И теперь вторую деталь ластовицы мы выворачиваем таким образом против часовой стрелки. Берем соединенную деталь ластовицы с задней деталью и выворачиваем таким же образом по часовой стрелке. И соединяем. Чтобы перепроверить, все ли у вас получилось правильно, можно заколоть детали и посмотреть, каким образом они выворачиваются. Да, все верно. Припуск остается внутри. Соединяем все три детали на оверлоке. То же самое делаю с краями оверлочных ниточек. Оставляю буквально сантиметр и затягиваю одну ниточку. Теперь нам нужно обработать края. Но для удобства мы можем соединить между собой две ластовицы, чтобы они между собой не сдвинулись при соединении с резинкой. Можно соединить их зигзагом на машинке, либо сметать. Я их сметаю и после соединения с резинкой сметочные стежки удалю. На вот этом этапе можете соединить трусики по боковым швам булавками, примерить и внести необходимые коррективы. В случае, если шьете трусики по новой выкройке, в которой не уверены. Теперь нам нужно определить длину резинки. Для этого можно было бы измерить край наших трусиков, положив метр на ребро, но у меня все показатели уже записаны. Мне нужно только их сложить и умножить на коэффициент растяжимости. 16,7 плюс 25,5 плюс 12 плюс припуски по боковым швам. Припуски по низу не учитываем, так как они у нас используются уже для соединения с ластовицей. Это в данном случае у меня 1,5 сантиметра вместо 2. 55,7. И умножаю на коэффициент растяжимости, я возьму 0,9. Получила 50,13. Скруглим до 50. Выкраиваю два отрезка резинки по 50 сантиметров. Делим резинку на 4 равные части, ставим на отсечки. С резинкой также будьте внимательны. Здесь изнанка и лицевая сторона очень сильно между собой отличаются. Также делим на 4 равные части наши трусики по боковым швам. Теперь переворачиваем наши трусики лицевой стороной к себе. Прикладываем резинку, соединяя край с краем резинки без фестонов. Соединяем сначала по бокам. И соединяем по надсечкам. Можно соединить так, чтобы край резинки буквально на 1 мм отступал от края ткани. Тогда при сгибе край ткани будет полностью спрятан. Для удобства можно заколоть еще пару иголочек. Чуть натягивая резинку. Я использую вот эту строчку, прерывистый зигзаг.
Если такого нет, можно использовать обычный зигзаг. Для легкой эластичной ткани иголка у нас 75, натяжение нити 3,5, прижим лапки 4, длина стежка мне нравится 7, ширина 3,5. Возьму 3,5, так как хочу, чтобы между первым и вторым зигзагом было пару миллиметров пространства. Помним, что ширина моей резинки 1 см. Цвет верхней нити в цвет резинки, нижняя нить в цвет основной ткани. Прокладываем строчку, слегка натягивая резинку. Зигзаг проложен четко до фестонов, не цепляя сами фестоны. Удалила сметочные стежки со стороны, где уже есть резинка. Теперь отгибаем резинку на изнаночную сторону, чтобы выглядывали только фестоны. И теперь будем прокладывать второй зигзаг, на этот раз ближе к этой стороне резинки. Таким образом у нас будет второй красивый зигзаг рядышком. Прокладывать строчку я буду с лицевой стороны, так что мне нужно поменять нити на соответствующие цвета. Проложила второй зигзаг. Так выглядит лицо. И так выглядит изнанка. Все то же самое я делаю со второй стороной. Теперь нам нужно соединить боковые срезы с одной стороны. Соединяем их лицом к лицу и прокладываем строчку на оверлоке. Излишек оверлочной нитки, по крайней мере со стороны обработанного края, мы загоняем под оверлочную строчку. С другой стороны я могу позволить себе отрезать до сантиметра и затянуть ниточку, так как этот край мы все равно еще будем обрабатывать. Осталось обработать резинкой только верхний край. Длина половинок верхних деталей у меня равна 16 сантиметров. Но это у меня они одинаковые. У вас могут отличаться, поэтому, чтобы ничего не перепутать, показатель длины передней части 16, плюс показатель задней части 16. Сумму умножаем на 2. Это совершенно точно не будет равно 48. С калькуляторами будьте внимательны. Возьму в скобки. 64. И прибавляем припуски. В данном случае сумма двух припусков у меня 1,5 сантиметра. Коэффициент растяжимости беру тот же самый, 0,9. 58,95. Округлю до 59. И делаем абсолютно все то же самое, что и с резиночками, которыми мы обрабатывали боковые края. Делим резинку на 4 части. Если учитывать и припуски, то можно оставить по бокам по 0,7 и уже с учетом этого делить резинку на 4 равные части. И здесь отметим центры по передней части с учетом припусков и по задней детали. Обрабатываем край точно так же, как обрабатывали края, вырезав для ножки. Обработала края, теперь осталось соединить только боковой шов. Соединяем лицом к лицу и прокладываем строчку на оверлоке. Проложили оверлочную строчку, излишки нити убрали под саму оверлочную строчку. В целом трусики готовы. По желанию вот эти боковые припуски можно зафиксировать маленькими стежками. С пошивом трусиков вот как все работает. Если вы освоили технологию пошива самых базовых простых трусиков, то изготовить трусики более сложного дизайна не должно составить для вас труда. Если вы придумаете трусики необычного дизайна и не сможете найти соответствующий гайд, чтобы их пошить, зная технологию пошива трусиков в принципе, вы сами логически сможете прийти к тому, как пошить определенный дизайн. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было информативным. Подписывайтесь, ставьте лайк. Это поможет развитию моего канала. Обратная связь тоже будет весьма кстати. Шейте с удовольствием и будьте стильными.